Сегодня мы будем шить вот такой вот конверт-трансформер, который можно использовать как конверт на выписку с бантом с резинкой, как спальный мешок, как одеяло. Потом его можно использовать в санке как чехол для ножек и как одеяло. Для этого нам понадобится ткань. У меня это хлопок двух видов будет. Синтепон. Синтепон вы берете в зависимости от того, на какой сезон вы будете шить конверт. У меня это будет весенний, тоненький. 50 сантиметров резинки, 1 метр косой бейки, 2 молнии. Одна разъемная длиной 55 сантиметров, другая обычная длиной 20-25 сантиметров. Сначала мы начинаем выкраивать само одеяло, две детали. Оно будет размером 90 на 85 в готовом виде. Мы прибавляем к этому размеру 4 сантиметра с каждой стороны на припуски и на стежку для нашего утеплителя, так как когда мы простегиваем ткань с утеплителем, она дает усадку, оно становится чуть меньше. Мы вырезали два прямоугольника размером с припусками 89 на 94. Теперь мы по этим прямоугольникам вырезаем два слоя утеплителя. Один утеплитель мы будем стягать с одной частью, второй утеплитель с второй частью. Теперь нам нужно пристегать каждую ткань вместе с утеплителем. Для этого вы можете просто намелить, расчертить полосы, которые будете расстегивать. Я это делаю своим способом, которым я вам показывала в предыдущем видео. Я буду заутюживать. Для этого я ткань складываю пополам и заутюживаю этот сгиб. Мы заутюжили вот такие вот клеточки на обеих тканях. Теперь нужно сколоть либо сметать ткань с утеплителем и в машинку расстегивать по этим линиям. Ширину стежка делаем 4 миллиметра. Начинаем стежку. По нашим заутюженным линиям вышиваем таким же образом мы прошиваем, делаем стежку утеплителя со второй тканью. Мы пристегали обе детали одеяла утеплителем. Теперь мы их пока откладываем в сторону и начинаем кроить карман. Ткань складываем пополам. От края, от сгиба откладываем 23,5 сантиметра. Вверх откладываем 27 сантиметров. Проводим черту. Отмечаем 23,5 и еще 5 сантиметров.
Затем вот эту часть, где 5 сантиметров, мы соединяем с нашей нижней точкой, где отмечено 23,5. То есть у нас получается наискосок такая линия. Дальше здесь спускаем по этой линии 2 сантиметра, отмечаем точку, ставим и соединяем, где отмечено 23,5, с этой точкой. Получается такой карман с припусками. Мы его вырезаем и с второй ткани выкраиваем аналогичный карман. Складываем детали кармана, 2 детали лицом внутрь и прошиваем вот этот вот шов по краю. На 0,5 на лапку, как всегда, мы делаем все швы. Далее мы наш деталь разворачиваем и разутюживаем тот шов, который мы прострочили. Теперь мы отмечаем 2,5 сантиметра, прочерчиваем линию, по ней мы будем стачивать детали для того, чтобы поставить туда резинку. Делаем строчку вторую. Берем резинку, у меня резинка шириной 2,5 сантиметра, и вставляем ее в этот участок, который мы прострочили на кармане. Резинку вставляем длиной 45-50 сантиметров. Лучше 45, чтобы она была маленько потуже. Закрепляем резинку строчкой. Теперь этот карман окантовываем косой бейкой. Косой бейкой мы обрабатываем два края кармана, первый и второй. Карман нужно было выкроить из одной ткани, но у меня ткани не хватило, поэтому я сделала двойной. Теперь мы находим середину кармана и совмещаем эту середину с серединой верхней части одеяла лицевой стороны. Закалываем булавками. При этом окантованный срез кармана должен пришиваться ровно. Вторую сторону тоже закалываем булавками, при этом натягивая резинку. Пришиваем карман к верхнему слою одеяла. Теперь прошиваем по краю полностью все это одеялко. Теперь вшиваем молнию. Молния у меня 20 сантиметров. Мы находим середину одеяла. Ее кладем лицом внутрь, ровно к середине. И таким образом в открытом состоянии ее пришиваем.
Здесь закладываем такую небольшую складочку. Так, у нас вшилась эта маленькая молния 20 сантиметров. Когда мы ее будем закрывать, она будет у нас лежать капюшоном на конверте. Сейчас мы пришиваем молнию 55 сантиметров к нижнему краю, тому, где у нас снизу карман, отступая от низа нужное количество на шов. Я отступлю 0,7 или сантиметр. Молнию расстегиваем, одну половинку пришиваем к этой части, вторую половинку к второй части, начиная от низа вверх. Отступаем от низа припуск на шов и втачиваем молнию. Лицом молния лежит лицом к лицу ткани. Одну половинку молнии мы втачали, теперь мы берем вторую половинку, ее застегиваем и отмечаем, делаем на молнии отметки, чтобы наши швы устежки совпадали. Теперь от отметки, которую мы сделали, пришиваем вторую часть молнии, также лицом к лицу ткани. Совмещая наши вот эти отметины с швом на одеяле. Вот швы у нас совпали, молния застегнулась. Вторую часть одеяла мы также прострачиваем по краю. Тем самым закрепляю утеплитель. И потом лишние можно вот эти вот обрезки срезать. Где-то на 0,3. Сейчас мы складываем две детали лицом внутрь. При этом не забывайте, что у нас один край длиннее, другой чуть покороче, и поэтому нужно их сложить одинаково. Начинаем отстрачивать по краю на 0,1 от середины одеяла, отступая сантиметров 10, чтобы потом мы здесь оставим снизу кармана отверстие 15-20 сантиметров для того, чтобы одеяло потом вывернуть. Теперь соединяем две детали. Шов примерно 1 сантиметр делаем. Теперь через это отверстие, которое мы оставили, мы выворачиваем одеяло. Уголки внутри одеяла мы вот так вот срезаем, чтобы потом они лежали острыми красивыми углами. Это отверстие мы закрываем вручную, зашиваем потайными стежками. Мы подшили потайным швом отверстие, теперь мы будем отстрачивать отделочной строчкой полностью все одеяло. Делаем отстрочку на 0,5.
Все мы прострочили. Застегиваем все молнии. Выворачиваем карман. Вот такой конверт у нас получился. Сейчас я еще сюда сделаю резинку и бант. Как его делать, я показывала в предыдущем видео. Конверт одеяла на выписку. Вот такой конверт у нас получился. Бантик на резинке. Вынимается. Используется потом как подушка. Такой трансформер можно использовать как мешок спальный, как конверт на выписку, как одеяло. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели сшить.